Всем привет и добро пожаловать! В этом видео я покажу вам духи, с которыми у меня не сложились отношения, которые мне не понравились или не подошли, и покажу альтернативы, то есть парфюмы в похожем направлении, которые мне как раз наоборот понравились. Я буду говорить о тех парфюмах, о которых я еще не говорила на своем канале. Итак, поехали! Судя по всему, поехали обратно в 90-е. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. Первый аромат, который хочу показать, называется The Beautiful Mind Series Volume 1 Intelligent and Fantasy от бренда Molecula. Вообще к Molecula я отношусь очень хорошо. Мне нравится практически все, что они делают. Это тот бренд, который я готова покупать вслепую, без затеста. У меня есть вот такой вот оригинальный пробник. Это лимитированная коллекция. Стоимость на нее в районе 35 тысяч рублей онлайн, офлайн не купить. Вот за этим пробником я гонялась по городу и в итоге нашла его совершенно случайно. Что я могу сказать по поводу этого аромата? Этот аромат мне не подошел вообще, потому что единственное, что я в нем ощущаю, это аромат вот новые колеса для велосипеда. Представляете, как пахнут? Ну вот для машины они немножко по-другому, а вот именно вот велосипедные колеса, может быть, немножко покрышки. Аромат мне не нравится ни на старте, ни в процессе носки. То есть я не впечатлилась вообще этим ароматом, хотя я знаю, что у него просто невероятно позитивные отзывы, он нравится огромному количеству людей. У них там есть еще одна серия, она еще дороже, по-моему, он там уже за 50 тысяч стоит, то есть вот очень дорогой парфюм. Сейчас вышли новые 3 молекулы, у нас они пока еще не продаются. Это молекула 1 плюс гвояковое дерево, молекула 1 плюс черный чай и молекула 1 плюс имбирь. Мне вот самым интересным кажется молекула плюс имбирь, но по отзывам, по первым, по крайней мере, те, что я уже читала или слышала, говорят, что молекула 1 плюс черный чай просто бьет все рекорды, и особенно этот аромат нравится мужчинам. В качестве альтернативы у меня недавно появилась обычная молекула, она выглядит вот так, в таком вот черном футляре, очень лаконичном. Я знаю, что молекулу 1 предлагают смешивать с разными ароматами. Я не хочу создать монстра, то есть взять 2 произведения искусства, да, и в итоге соединить их, поэтому я очень аккуратно экспериментирую только дома. Если вы знаете, обожаю этот запах, если вы знаете какие-то интересные сочетания молекула 1, у меня обычная, не эксцентрик, а просто вот самая обыкновенная, у меня такая вот маленькая, как раз дорожная. Если вы знаете какие-то сочетания, обязательно поделитесь в комментариях, я буду вам очень признательна. Еще одна альтернатива. Этот аромат у меня был несколько раз в виде от левантов и тестеров. Это Zarka Parfum молекула 234-38. Я не могу наизусть выучить это название. Этот аромат, это тоже из той же серии, но мне здесь нравится, что он больше похож как на уходовое средство. Очень чистый, очень нежный аромат. Вот здесь он всегда более монотонный. Я его чувствую, но не так явно. Тем не менее, если вы не любите молекулу, но вот это вот молекулярный ISO супер вам интересно, то вот это неплохой вариант, мне кажется. И последнее, что я хочу показать в качестве альтернативы по этому бренду, это новый, относительно новый бренд, который у нас появился. Я видела его на полках Rive Gauche. Называется он Obvious. Ценник там примерно колеблется от 5 999 до 8 999. Вот такой примерно ценовой сегмент. Аромат называется Amboise. То есть дерево, да, по-моему, это по-французски. У него очень похожее настроение по молекуле. То есть аромат действительно свежий, чуть более колкий, чем молекула. Потестируйте его. Мне вообще этот бренд очень понравился, и несколько раз сегодня в ролике я буду его упоминать. Следующий аромат, который хочу показать, называется Amyris Femme от бренда Francisco Urquidjan. У меня уже второй от Левант, и я могу сказать, что я долго ходила вокруг этого аромата. Я искала себе цитрусово такой цветочный аромат. Это очень красивый аромат, но я решила, что я не буду его покупать полноразмер, просто потому что он звучит красиво, но чуть рисковато все-таки. И в плане его стойкости у меня есть к нему вопросы, потому что аромат достаточно дорогой. Но на флакон я решила, что не буду тратиться. Тем не менее, в качестве альтернативы мне понравился аромат от Хлои, который называется Eau Naturelle. Вот этот аромат мне понравился больше. И он стоит, соответственно, дешевле. Это тоже цитрусово-цветочный аромат, но
Он мне показался нежнее, как-то сбалансированнее. Ну, в принципе, у Хлои мне очень нравится, много у них ароматов. У них такое все очень женственное, красивое. И второй аромат, который мне понравился в этом направлении, это аромат от Yves Rocher. Он называется Garden Party. Стоит он что-то около 2950, вот так, то есть практически 3000 рублей. Этот аромат в большей степени про розу, но я бы сказала, что это тоже свежий такой чуть-чуть цитрусово-цветочный аромат. Он красиво звучит какое-то время, несколько часов, и вот в похожем направлении он, мне кажется, весьма такой бюджетной альтернативой. Следующий аромат называется Маск Нуар Нарцисса Родригес Фехе. У меня были остатки во флаконе, у меня есть оригинальные пробники. С этим ароматом вообще удивительное дело. Мне очень нравится, как он пахнет от других людей. То есть я прямо вот получаю удовольствие. Очень нежно, очень кремово такое настроение у него. Но когда я наношу его на себя, его или его вот эти аналоги, у меня тут вот тоже есть еще один, который просто вот Нарцисса Родригес Фехе, черненький. Мне не нравится, как они от меня пахнут. Ну вот не могу я вступить в ряды поклонников и поклонниц этого аромата, к сожалению. Я не могу вот им до конца насладиться, потому что я все время чувствую какую-то вот такую горчинку. Она не просто как зубодробительная нота для меня. И, к сожалению, вот я могу сказать, что сейчас мой самый любимый мускусный аромат — это аромата Салат Аль-Маск, но я уже его показывала в одном из своих видео, поэтому не буду на нем задерживаться. А из новых, во-первых, мне нравится Glory Mask от бренда Arabesco. У них есть два аромата с мускусом. Это очень стойкие духи. Это Glory Mask и Illusive Mask. Вот Glory Mask, он послаще все-таки. Этот аромат красивый, сладковатый мускус, если вы любите такое направление. Еще один аромат про мускус, это аромат от бренда Маис. Это достаточно дорогой бренд. Если вы покупаете через посредников, возможно, имеет смысл заказывать через европейские сайты. Тут нужно просто прицениться. У них есть сайт на французском и на английском языке. Аромат Маск Пудр, это название, оно, в общем-то, точно описывает. Это мускусно-пудровый аромат, очень такой косметический, очень красивый в раскрытии. Мне показалось, что он немножечко монотонно звучал, то есть не было каких-то таких длительных переливов, но именно стойкость у него была замечательная, потому что он очень долго сидел у меня на запястье, никуда не уходил. И последний аромат, который хочу показать здесь, это от того же бренда Obvious. Аромат называется Mask. Здесь очень такая невыраженная нота мускуса, то есть она присутствует, но слегка. Нет каких-то дополнительных ярких акцентов в этом аромате. Вообще я заметила, что, и на выставке вот Essence, которая сейчас в Милане была, об этом много говорят, что вот есть этот тренд на монокомпонент, то есть вот есть единый компонент и все вокруг него. Следующий аромат, который мне не подошел, это аромат, который называется Side Effect от бренда Initio. У меня вообще несколько сейчас, или Initio, как правильно? Я слышала 3 версии: Initio, Initio и Initio. Значит, Side Effect, этот аромат, я про него слышала очень много хороших отзывов, но дело в том, что когда его наносишь, он пахнет вначале очень приятными какими-то вот леденцами. Мне напоминает он леденцы, которые вот лимонные, апельсиновые, но как только аромат леденцов исчезает, выходит нота табака и алкоголя. Собственно, они и заявлены в этом аромате. И я очень осторожно отношусь к сочетанию алкоголь и табак в парфюмерии, потому что, на мой взгляд, эти компоненты, эти ноты, они очень классно могут звучать на мужчине. Вот на себе я их носить не готова, потому что мне не нравится, как они на мне звучат. Мне кажется, что очень хорошо он будет звучать именно на мужчине. Вот это мое такое мнение. По поводу альтернативы, есть аромат с алкогольной нотой, который мне нравится намного больше. Он у нас пропал вообще с полок, я его не вижу, и я не могу найти его в отливантах. То есть прям нужно везде искать его, это прям такой квест сейчас. Этот аромат называется Jazz Club от бренда Мартин Маргелла.
Вот он мне нравится больше, потому что там хоть и есть нота алкоголя и табака, по-моему, тоже, но он более сливочный, он более нежный, он такой более обволакивающий, и в нем не настолько резко вот эта вот табачность выражена. То есть, если знаете, где продается, обязательно поделитесь, потому что я хочу купить себе от Левант и его поразнашивать, может быть, даже уже и офлаконить. Следующий аромат называется Poets of Berlin, Wilhelm Parfümerie. Ну, что могу сказать? Я, конечно, люблю ванильные ароматы. Я покупала его несколько раз в Атлевантах, у меня он был в аромабоксах, я его тестировала у своих знакомых, брала. Ну, просто потому, что он был заявлен как ванильно-сладенький аромат, конечно же, я повелась. Я могу сказать так, что этот аромат, он не настолько меня впечатлил, чтобы я пошла, и вот когда он там стоил, там они стоят примерно 15 тысяч, 20 тысяч, в зависимости от того, где вы покупаете, чтобы я за эту стоимость его пошла и купила. Мне он не показался настолько насыщенным и ярким. В качестве альтернативы я сейчас использую активно, даже вот что я, собственно, вот. Это Initio Parfum Absolute Aphrodisiac. Я в восторге от этого аромата, он мне чем-то напоминает ванилу планифолию, тоже от Хлои. Мне он очень нравится, и здесь ваниль, которая мне кажется многогранной. То есть она в итоге не копченая, не сильно древесная, не слишком мускусная, она сбалансирована, она с небольшим количеством специй. Немножко даже, я бы сказала, с кожей. Вот здесь всего по чуть-чуть, и у него супер стойкость. Просто невероятная стойкость. Еще один аромат на тему ванили. Это аромат, который называется Destin des Anges от бренда Maissa. Он все-таки в сторону гурманики. Там и ваниль, и карамель, и немножко цитрусовых, и совсем чуть-чуть мускуса. Шикарный аромат, да, это дорогая парфюмерия, я бы не стала покупать ее тоже без теста, конечно, нужно обязательно с ним познакомиться заранее, тем не менее, вот этот аромат на тему ванили мне кажется таким неизбитым, и если вы любите гурманику с сочетанием ванили, где она не самая главная там, да, то есть, но она там присутствует, тоже, мне кажется, неплохой вариант. Еще один аромат на тему ванили, это аромат Am Vanille от бренда Obvious, это такая... Ваниль с амброй, очень такой линейный аромат, но слово линейный не в плохом значении, а в том смысле, что он очень вот такой прямой. То есть вот ваниль, она пахнет, и мне этот аромат нравится, он действительно хороший такой классический ванильный аромат, без каких-то сложных подтонов, которые, на которые разные люди реагируют по-разному. То есть это хороший классический такой ванильный аромат. Следующий аромат, который хочу показать, называется Lilac Love. У Амуажа мне нравится несколько ароматов. Это Сиель, это Портрейл. И вот последний аромат, который им сделал Квентин Биш, называется Guidance из новой коллекции. Я его тестировала в аэропорту, по-моему. Но он отличается от того, что Амуаж обычно делает. По поводу этого аромата. Здесь я чувствую исключительно какао и ирис. И вот это сочетание мне показалось немножко таким странным. Я его не понимаю, его красоты, и не знаю, не нравится оно мне. В качестве альтернативы мне вообще сочетание ирис и какао в принципе в парфюмерии не особо заходит, но вот аромат, который мне понравился в похожем направлении, называется какао порселан от бренда Atelier Materia. Я знаю, что на него очень неоднозначные отзывы, но дело в том, что я, в принципе, такие ароматы, если покупаю себе, то исключительно в качестве от Леванта, просто чтобы познакомиться. Еще один аромат на тему ириса, когда он главенствует, потому что мне вот нравится больше, когда ирис, вот прям он главный. Это ирис от бренда Boucheron, он очень красивый, очень такой, я бы сказала, достойный. То есть он прямо внутренне тебя собирает. Красивое звучание ириса, очень нежное, не сладкое, такое очень утонченное и без кислинки. Вот следующий аромат называется Dirty Mango от бренда Richard или Richard, в зависимости, да, от страны производителя. Это приятный аромат, он пахнет манго, он пахнет апельсином, он пахнет фруктами, и эти сочетания мне нравятся. Но дело в том, что он стоит что-то в районе 10 тысяч рублей или как-то так, то есть это не дешевый аромат. Но мне кажется, что за эту стоимость ты получаешь немножко не то, что ты хочешь. То есть, вот, например, в Ивраше у них есть спрей тоже с манго,
Я специально зашла и сравнила, но они очень похожи. То есть здесь какой-то глубины, что ли, не хватает. Я знаю любителей ароматов с манго, вот, так вот даже они мне сказали, что это не очень. То есть как-то вот не пришелся он ко двору любителей манго, вот, манголюбов, назовем их так. Есть еще аромат, конечно же, Mango Skin от Вильгельм Парфюмерии, но я не могу сказать, что он как-то прям вау. Ну да, красивый, хороший аромат, тоже альтернатива, но тем не менее, я уж если выбирать, то я куплю просто себе спрей от Yves Rocher, вот и все. Следующий аромат, который хочу показать, называется LM Parfum Patchouli Bohème. У меня небольшой пробник. Как хорошо, что я купила пробник, а не полноразмер, потому что LM Parfum я очень люблю. Так вот здесь это просто... Это земельно-земельные такие пачули. Это прям вот земля-земелюшка. Я все-таки люблю, когда пачули, они являются дополнительным компонентом, когда они добавляют какой-то глубины, какой-то вот такой красоты, густоты аромата, понимаете, да, когда он не плоский, не линейный. Значит, в качестве альтернативы мне понравился аромат у Малинар, называется ваниль пачули. Очень неплохой. Здесь, ну, я бы сказала, в равном таком балансе и ваниль и пачули. Второе, это, конечно же, молекула, у которых есть аромат молекула 1, по-моему, с пачули. Там их совсем чуть-чуть, вот их, кстати, там немного. С пачули ты либо их любишь, и они у тебя главенствуют в аромате, либо ты любишь, чтобы они тоже были, да, среди приглашенных гостей. Вот я скорее отношусь вот ко вторым любителям, когда их немного. На этом про парфюмы у меня все. Я не стала вам показывать бренды, которые, например, у нас массово не представлены. Как вы знаете, сейчас недавно вообще была выставка Essence в Милане. Так вот, там было более 300 брендов, и я на этом мероприятии не была, но из того, что я слышала, из того, что я знаю, из того, что мне рассказали, показали мои друзья-приятели, кто там был, то, конечно, индустрия сейчас парфюмерии переживает что-то типа того, что переживала индустрия бьюти, косметики лет 10-12 назад, когда бьюти-блогинг просто был в своем расцвете, да. То же самое сейчас. Мне показались самыми интересными с той выставки бренды из Индии, потому что мне вообще странно, почему индусы еще до сих пор не захватили всю власть. Уж кто-кто, а они знают, как работать с компонентами. Это и специи, это и масла, это вся культура. Очень красивый у них, конечно, бренд. Еще мне понравился и заинтересовал бренд из Японии. У меня есть видео про Южную Корею. Я, честно говоря, думала, что Южная Корея будет сейчас максимально на подъеме и хайпе, но вот японцы оказались, видимо, более такими продуктивными, у них ароматы J Scent, очень интересно. Вот. Ну и, конечно же, огромное количество брендов, которые произошли, собственно, из Италии. Мне показался интересным бренд, который называется New Notes. Очень у них, уж больно у них такие классные, красивые описания гурманских ароматов. У нас он пока тоже не представлен. Вообще я про новые ароматы могу говорить бесконечно, но нужно, я думаю, что остановиться. Вот такой у меня получился ролик. Большое вам спасибо за просмотр и, как обычно, желаю вам всего самого хорошего.